Палау. Океания – собирательное название обширного скопления островов и атоллов в центральной и западной частях Тихого океана. Границы Океании условны. Западной границей принято считать остров Новая Гвинея, восточный – остров Пасхи. Океания делится на несколько крупных регионов – Австралия, Меланезия, Микронезия и Полинезия. Микронезия – это обобщающее название групп мелких островов Океании. Палау – это островной архипелаг в Микронезии. Он находится 800 километров к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии. Республика Палау – это островное государство в западной части Тихого океана, занимающее группу островов на западе Каролинского архипелага. В группе Палау-Белау насчитывается свыше 200 островов протяженностью более 640 километров. Наиболее крупные из них имеют вулканическое происхождение, остальные – это поднятые коралловые острова. Одной из загадок является происхождение коренных жителей островов Палау в Западной Микронезии. Первоначальное заселение Палау произошло 4500 лет назад. Первые палаусцы были пигмеями. Островная карликовость у животных и человека отмечается во многих регионах. Откуда прибывали люди на Палау – это вопрос спорный. Часто отмечается антропологическая и культурная связь коренных палаусцев народов Белау с аборигенами филиппинского архипелага. В любом случае, можно сказать, что туземцы – это выходцы с островов Юго-Восточной Азии. Предполагается, что ранее острова были более заселенными, чем в настоящее время. Палаусцы жили так называемым материнским родом, когда принадлежность к коллективному осознавалась при кровном родстве по материнской линии. Клановые земли и прочее имущество передавалось по наследству женщинам, первым дочерям. Но среди вопросов, связанных с заселением Палау, остается еще одна загадка. Речь идет о находке Бергером в пещере так называемых хоббитов. Находки были датированы возрастом до 2,8 тысяч лет назад. Авторы уверенно относят их к представителям современного человека Homo sapiens, но предполагаемые размеры тела этих древних жителей Палау по оценкам Бергера получились меньше, чем у современных пигмеев. И это при том, что они самые ранние находки. И современные палаусцы таких черт не обнаруживают. Вновь обратившись к мифологии народов Палау, мы не найдем никаких упоминаний карликов или гномов, и это при том, что по имеющимся датировкам хоббиты, будь они отдельной популяцией, должны были быть соседями древних палаусов. Отсутствие такого противопоставления высоким островитянам низкорослых свидетельствует о том, что эта группа не воспринималась как чужая. На Палау находятся еще загадочные зеленые пирамиды. По словам археологов, постройки в целом характерны для островов Океании. На Палау они были возведены примерно в 500 году до нашей эры. Согласно легенде, они возникли в глубокой древности, когда огромная змея обвила холмы на острове, и ее тело превратилось в гигантские террасы. Ученые пришли к выводу, что возвести такие объекты могло только хорошо развитое общество. Некоторые пирамиды использовались для захоронений. Пирамиды представляли собой сложную конструкцию, основу которой составляла выветрившаяся вулканическая порода с примесью керамики. Анализ показал, что работа была выполнена древними строителями на высоком уровне, никаких следов эрозии и разрушений не зафиксировано. У большинства культур, применявших технику террасирования, были пирамиды. По сути, ступенчатые пирамиды – это несколько террас, поставленных одна на другую. При этом многие пирамиды использовались не только в культовых целях, но и как места индивидуальных погребений. Это зафиксировано на многих подобных памятниках Старого и Нового Света, включая знаменитую пирамиду Луны в Теотиуакане.